Всем доброго дня, дорогие мои подписчики, уважаемые гости моего канала. Я рад вас всех приветствовать сегодня здесь. И сегодня я сделаю для вас онлайн-расклад на тему, сделает ли он первый шаг в ближайшее время. У нас с вами будет 5 вариантов. Первый вариант – это колода Таро Иллюминатов. Второй вариант – колода Таро Колесо Года. Третий вариант – Таро Клеопатры. Четвертый вариант – Таро 78 дверей. И пятый вариант – Таро Золотое Универсальное. Девочки, определяйтесь, выбирайте. Ну, конечно же, смотреть мы будем не на того человека, который уже мхом порос, да, что у вас там расставание 2-3 года. Смотреть будем на те отношения, которые еще каким-то образом существуют. Пауза, ссора, возможно, у кого-то муж ушел, у кого-то любимый человек никак не проявляется. То есть, если вы расстались уже несколько лет назад, нет смысла смотреть вам данный расклад. Итак, девочки, определяйтесь. Ну, а мы будем сейчас с вами начинать. Итак, вариант номер 1. Таро Иллюминатов. Сделает ли он первый шаг в ближайшее время? Как обычно, конечно же, будем уточняться по символону, спрашивать совет, смотреть, на какие пары зодиакальные сильнее всего данный расклад повлияет. Давайте будем рассматривать. Задумайте своего человека. Постарайтесь, чтобы мысли о нем были положительные. Вот максимально положительные. Пожелайте человеку добра, а там высшие силы сами уже разберутся, кому и что. Итак, девочки, шестерка кубков. Ну, в принципе, начало многообещающее. Давайте рассмотрим туз пентаклей и туз кубков. Девочки, даже уточнять не хочется, даже не хочется портить такую великолепную картину. Девочки, однозначный ответ. Да, человек сделает первый шаг. Да, в ближайшее будущее у вас будет, я бы сказала, даже не одна возможность от высших сил. Я бы сказала, даже несколько. Здесь, вы знаете, вот я вижу, что здесь вы оба уже на данный момент готовы делать первый шаг. И у вас, возможно, отошли какие-то обиды, и на первый план вышли хорошие воспоминания, приятные моменты и ощущения от ваших предыдущих встреч. Девочки, да, здесь однозначно в ближайшее время человек сделает первый шаг. Если у кого-то была ссора, здесь будет встреча, возможно, даже пойдет разговор о примирении, о восстановлении отношений. Конечно, здесь между двумя людьми есть любовь. Неважно, насколько сильно вы поссорились, не важен формат ваших отношений, здесь присутствует любовь. Единственное, что хочу сказать, однозначно здесь читаются отношения несвободных людей. То есть, если вы оба свободны и это знаете, то первый вариант не ваш. Здесь люди не свободные. Здесь четко прочитывается влияние третьих лиц на ваши отношения, как магическое, так и нет. Может быть, кто-то мужчине на уши присел, что-то там рассказали, где-то, может, увидели, и еще что-то, вот все в таком духе. Здесь, девочки, вы знаете, вот это вот влияние, даже если оно было магическое,
оно постепенно здесь сойдет на нет, постепенно нейтрализуется, и оно перестанет иметь влияние на ваши отношения и на вашу пару. Возможно, здесь вы недавно посмотрели мой расклад на открытие дорог и обратку негатива тому, кто это делал. Так что здесь продолжается работа, и четко здесь первый вариант виден результат. Если вы этот мой расклад не смотрели, пожалуйста, я поставлю здесь ссылочку на этот расклад. Вот сейчас вы можете увидеть вверху, пошла вам рекомендация данного расклада. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, для того, чтобы очистить ваши отношения, для того, чтобы открыть вам дороги, для того, чтобы эти возможности на примирение, на воссоединение, на проявление любви, на то, чтобы наконец-то снова начать чувствовать, снова начать жить в этой любви, чтобы у вас появилась такая возможность очистить ваши отношения. Первый вариант. Даже дополнять ничего не буду. Здесь в ближайшее время мужчина сделает первый шаг. Пожалуйста, люди дорогие, отпишитесь мне в комментариях, у кого как проигрывается, у кого когда объявится. Очень прошу вас. Для меня каждый такой комментарий будет очень важен. Благодарю вас. Прошу прощения. Мы не уточнились с вами по символону, да? Что-то я так прям обрадовалась за вас, за всех, что здесь так все хорошо вышло, что аж вылетело из головы. Девочки, мальчики, итак. Ну, даже не буду спрашивать совета, что делать, а просто вот что карты скажут. Что карты скажут по поводу данной ситуации. Вот сейчас что скажут карты по поводу данной ситуации. Девочки, мальчики, особое внимание тем, кто проходит по огненным знакам зодиака, и в первую очередь между вами пара Лев и Овен. Вы, девочки, Лев, мужчина Овен. Вам идет предупреждение. Не следует показывать свой характер, не следует меряться силами, не следует начинать выяснять отношения. В момент, когда вы в силу своего огненного характера, в силу своего эго, которое было задето при той ссоре, при расставании и так далее, попытаетесь доказать, что вы правы, попытаетесь выяснять отношения, вы можете этим только навредить. Здесь для вас сейчас очень важный урок. Даже я бы не сказала наступить на горло собственной песни, а начать эту песню контролировать. Не давать волю негативным эмоциям. Особенно если вы пара Лев-Овен, это, конечно же, просто такой какой-то пылающий костер, который постоянно фонтанирует, постоянно на эмоциях, постоянно кто-то доказывает, что он лучший, что он прав. Девочки, здесь, сейчас, в данной ситуации, если мы будем говорить о том, что мужчина будет делать первый шаг к примирению, к восстановлению отношений, ни в коем случае не начинайте выяснять, кто из вас главный. Это вам предупреждение такое. Ну вот, замечательно. Такой вот у нас с вами первый вариант. Девочки, мальчики, отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, у кого как отыгрывается. Ну, а мы будем идти дальше. Итак, вариант номер 2. Ваша колода Таро Колесо года. Сделает ли он первый шаг в ближайшее время? Почему в ближайшее время? Потому что, ну, вы знаете, смотрят расклады огромное количество людей. У каждого ситуация своя, и временной промежуток затянувшейся паузы у каждого тоже свой.
Здесь очень сложно. Ну, скажем, знаете, если смотреть до конца месяца, например, да, сегодня у нас с вами 16 число, не у всех может отыграться до конца месяца, а ближайшее время, э, в моих раскладах, ближайшее время это промежуток до 3 месяцев, это уже более вероятно. Нужно все-таки давать возможность высшим, судьбе, время на то, чтобы как-то они развернули всю эту ситуацию в желанное вами русло. Итак, вариант номер 2. Сделает ли он первый шаг в ближайшее время? Девочки, сейчас особое внимание тем из вас, кто проходит по водным знакам зодиака. Это раки, скорпионы и рыбы. Здесь, девочки, вот в самое ближайшее время мужчина все еще находится в состоянии выбора. Выбора сделать шаг, либо не сделать для тех, кто свободен. Выбора между двух женщин для тех, кто не свободен. Человек все еще раздумывает, все еще взвешивает. У него камнем преткновения для данного решения может стать какая-то затруднительная материальная ситуация. У кого-то проблемы с работой, уволили, деньги вовремя не выплатили, у кого-то какие-то большие долги, возможно, бизнес буквально вот что называется, да, на последнем издыхании. И человек прекрасно понимает, что подойти к отношениям с вами он должен в таком состоянии, когда он будет стабильный. Сейчас у него вот проблемы в финансовой сфере. Ваш мужчина относится к такому типу мужчин, которые считают, что э, женщина не должна нуждаться в первую очередь финансово. Это очень хороший подход, это очень хорошая черта характера у мужчины. И понятно, что когда сейчас у него проблемы с деньгами, он не может себе позволить сделать какой-то важный шаг. Но карты говорят о том, что в ближайшее время представится возможность. Вот туз пентаклей говорит о том, что, девочки, возможность такая будет. Сейчас уточним наш с вами туз пентаклей. Ну, смотрите, здесь мужчина будет вот в ближайшее время, в моем понимании, это ближайшие 3 месяца. Шага первого здесь не будет. Возможности, которые будут предоставляться, мужчина будет все обдумывать и взвешивать досконально, буквально вот до последнего, потому что у мужчины к вам, девочки, есть очень серьезные намерения и желания. И здесь совершенно не важно статус ваших отношений. Здесь не важно, что между вами произошло до этого. Здесь важно, что мужчина очень серьезно настроен на отношения с вами. И, конечно же, он будет все взвешивать. Здесь человек, который подходит к решению любых вопросов с холодной головой. Никогда не делает ничего спонтанно. Это человек, у которого все просчитано. И вы выходите здесь парой. И, конечно же, к вам страсть. И, конечно же, его к вам тянет. Повторюсь, вне зависимости от того, что у кого-то сейчас здесь пауза в течение 3 месяцев, что кто-то здесь разругался, что кто-то здесь, может быть, развернулся и ушел. Девочки, здесь вы пара. Мужчина очень основательно ко всему подходит. И особое внимание, конечно, девочки, для тех, у кого мужчина тоже проходит по водной стихии. Это раки, скорпионы и рыбы. Итак, небольшой итог.
в ближайшее время, в ближайшие 3 месяца мужчина делать активных шагов в вашу сторону не будет, но знайте, что он подготавливает почву для того, чтобы начать серьезное продвижение в вашу сторону, для того, чтобы он обладал необходимыми ресурсами прийти и сказать: ты знаешь, дорогая, давай будем жить вместе. У меня вот зарплата, там дом, квартира, машина. То есть я не голодранец, и за мной ты будешь как за каменной стеной. Давайте уточнимся по символону. Может быть совет для вас, может быть предупреждение какое-то. Второй вариант. Девочки, смотрите, вот сейчас еще пошла дополнительная информация по второму варианту для тех, кто замужем, и муж развернулся и ушел. Или вы знаете, что у него точно есть любовница. Девочки, он в ближайшие 3 месяца будет очень все четко взвешивать, какой выбор ему сделать. Он понимает, что сейчас настал такой момент, когда он обязан выбрать. Вот обязан сделать выбор между этими двумя женщинами, да, для тех, кто смотрит меня сейчас и находится здесь в треугольной ситуации. Он будет взвешивать все за и против. И кроме материального аспекта, здесь больший аспект будет играть все-таки чувства. И вот вам такой совет. Оставить все, просто вот отпустить всю эту ситуацию, чтобы у вас появилась легкость в душе. Многие здесь буквально погружены не то что в себя, а вот во все эти проблемы. И ежедневно, ежечасно пытаются думать, каким образом, может быть, повлиять на его решение. Девочки, карты однозначно говорят, не надо влиять на его решение. Решение вот всей этой ситуации, оно уже существует у высших сил. Они уже знают, что они будут делать с вашими отношениями с данным мужчиной и с отношениями данного мужчины с другой женщиной. Вот это решение, оно уже готово. Только оно должно прийти сюда, в эту жизнь. То есть вам будет сообщена информация. Вы не останетесь в каком-то неведении. На это может уйти у кого-то 3 месяца, у кого-то до полгода. Но данный мужчина обязательно сообщит вам. Либо придет, скажет: ты знаешь, прости, но я не могу, я люблю другую, я тебя отпускаю. Тогда вы будете точно знать, что вы свободны и сможете начать свою дорогу дальше по жизни уже без него. Может быть, это и к лучшему. Либо же он придет и скажет: ты знаешь, ты прости, я был сволочью, я многое не понимал, я причинил тебе много боли, прости, хочу сохранить семью. То есть решение по вашей паре, девочки, у высших уже есть. Вам необходимо просто его дождаться. Но знаете, это должно быть ожидание спокойное, с доверием своей судьбе. Доверие, что ваша судьба сделает так, как лучше для вас. Мы практически никогда не знаем узора нашей судьбы. Мы не знаем, что нас ждет за поворотом. И вот здесь вот важно доверие, что судьба даст вам самое лучшее. Возможно, она заберет у вас этого мужчину. Возможно, что он доставил вам много боли и много горя.
но потом она даст вам намного лучшего. Такого, который покажет вам, что вы можете быть счастливы. Поэтому здесь второй вариант, девочки. Ситуацию отпустить, идти по жизни ежедневно с легкостью и с уверенностью, что все здесь идет только к лучшему. Вот такой вот второй вариант. Отписывайтесь, пожалуйста, девочки, в комментариях, у кого как проигрывается. Ну, а мы с вами идем дальше. Итак, вариант номер 3 и ваша колода Таро Клеопатры. Сделает ли он первый шаг в ближайшее время? В ближайшее время в моих раскладах это до 3 месяцев. Вы можете, конечно, загадать свой срок, если хотите. Ну, я когда смотрю на ближайшее время, это до 3 месяцев. Итак. Девочки, третий вариант. Особое внимание тем, у кого мужчина проходит по воздушной стихии. Это близнецы, весы и водолеи. Человек находится вот в данный момент в жесточайшей ситуации выбора. Почему жесточайшей? С одной стороны, данный мужчина хочет сохранить какую-то стабильность. Пусть визуальную, пусть некую такую эфемерную, но якобы стабильность, что в принципе у вас есть отношения, что в принципе все хорошо, что все замечательно, ничего не меняется. Но на самом деле человек понимает, что он стоит перед выбором. И этот выбор длится у него уже, ну, я бы сказала, месяца 3-4, у кого-то так точно. Человек не в состоянии принять данное решение. Давайте посмотрим, почему, что же там происходит. Девочки, здесь у мужчины очень сложная ситуация. Ситуация такова, что с одной стороны он мечтает быть с вами, он мечтает, я не знаю, у кого-то там еще параллельно открыть свое дело, переехать в другую страну, начать где-то там свой бизнес. В общем, мечт у него здесь, девочки, вагон и маленькая тележка. И вы знаете, он прилагает массу усилий для того, чтобы эти мечты осуществить. У кого-то здесь однозначно мужчина уже в дороге. Если он планировал бизнес либо работу за границей, он уже уехал. Он уже движется в направлении построения этой своей карьеры. И он прекрасно понимает, что в такой ситуации сохранить и карьеру, и отношения с вами на том же уровне, на котором они были, это крайне сложно. Поэтому ситуация такова, что он фактически не знает, что ему делать, куда ему идти, как решать отношения с вами. Вот это для него сейчас ключевой вопрос. Как решать отношения с вами? Скажу так, что если вы не общаетесь, либо общение такое очень, ну, знаете, такое вот
раз в неделю. Как дела? Ну, привет, у меня там все хорошо, сейчас не могу, занят. Потом. И все. И вот такое общение, если у вас есть, либо же общения нет вообще никакого, здесь вся ситуация начнет усиленно разворачиваться тогда, когда солнышко наше войдет в знак зодиака рыбы. Знак зодиака рыбы у нас это вторая половина февраля и первая половина марта. Вот в этот период ваша ситуация начнет разворачиваться самым стремительным образом, поскольку невозможно здесь вот и его мечты, и его карьеру, и его планы, и ваши отношения сохранить в равновесии. Как бы он ни пытался это сделать по четверке монет, у него это не получится. Но, девочки, смотрите, хочет он этого или не хочет, жизнь будет брать свое, ситуация здесь начнет разворачиваться, мужчина будет занимать очень пассивную позицию, поэтому знаете, как здесь может развернуться, что многие из вас просто скажут, ну знаешь что, дорогой, ну ты хочешь делать карьеру, ты хочешь заниматься бизнесом, у тебя там свои дела, занимайся, но только меня больше в твоей жизни не будет. Многие здесь действительно развернутся и уйдут, если вы уже этого, девочки, не сделали. Мужчина будет занимать здесь очень пассивную позицию, но, тем не менее, хочет он этого или не хочет, необходимо будет что-то решать. И шестерка пентаклей об этом говорит. То есть судьба его вынудит на какое-то решение, на то, чтобы он открыл рот и озвучил вам свое решение. Вот что он решил. Вот видите, смотрите, здесь мужик будет, ну, всячески, ну, вот как угодно. Он будет прикидываться чучелом, тушкой, только чтобы не сделать активный шаг, только чтобы не решить, только чтобы не сказать, да, я так решил, расстаемся, или да, я так решил, продолжаем. Здесь он будет максимально тянуть для того, чтобы попытаться сохранить и то, и другое, да, то есть и ваши отношения, и свою карьеру, там, учебу, еще что-то. Он будет это все затягивать. Ну и насколько у нас он это все затянет, давайте посмотрим. Девочки, надолго затягивать у него здесь не получится при всем его желании. Как я уже сказала, ситуация начнет разворачиваться вторая половина февраля, первая половина марта. Более активная фаза начнется в знаке зодиака Овен. Это вторая половина марта и первая половина апреля. И скажу так, что у многих здесь уже наступит окончательное решение данной ситуации примерно во второй половине года. Окончательное решение, то есть вы уже будете здесь четко знать, либо вы с ним, либо вы без него, либо вы замужем, либо вы уже разведены и так далее. Каждая на свою ситуацию перекладывайте, девочки. Ну, уже это хорошо, что ситуацию здесь у мужчины не получится тянуть так, как он тянул до этого. То есть не получится держать вас в подвешенном состоянии. Хочешь или не хочешь, он должен будет озвучивать какую-то конкретику. И вот тут судьба его будет фактически не то что вынуждать, она его будет пинать под зад для того, чтобы данную ситуацию разрешить, потому что уже пришло время. Итак, давайте уточнимся по символону. Мы уже знаем, что у нас идет речь о мужчинах воздушной стихии, близнецы, весы, водолеи. Давайте посмотрим на вас, девочки. Особое внимание тем, кто проходит по паре Телец-Дева.
Вне зависимости от того, что мужчины у нас здесь отыгрываются в первую очередь, это воздушные знаки, пара Телец, Дева стоит здесь, ну, отдельно просто. И совет вам такой, девочки, не цепляться за старое. Это вот девиз, напишите себе большими буквами, прилепите себе на холодильнике, на зеркале, на шкафчиках, везде, везде, чтобы вы это видели. Не цепляться за старое. Многие из вас здесь в ущерб себе, в ущерб своей жизни цепляются за эти отношения, пытаются находить в этих отношениях какие-то хорошие мелочи. Он там мне ромашку сорвал возле лавочки, на которой мы сидели, подарил. То есть вот какие-то такие вещи, которые не имеют никакого значения на данный момент. Вы пытаетесь цепляться за старое. Очень многие здесь закрылись эмоционально от мира, от друзей, от общения. Если здесь к вам мужчина и подходил знакомиться, вы от него бежали как от огня, потому что, не дай бог, вы же все еще считаете, что вы здесь в отношениях. Вы же все еще считаете здесь себя занятой женщиной, чьей-то женщиной. Девочки, вы цепляетесь за старое. Ни к чему хорошему это не приведет. Вы не позволяете ничему новому войти в свою жизнь. Это категорически неверно. Вот это совет для вас, вариант номер 3. Довольно-таки сложный вариант. Непростой, непростые здесь отношения. Отписывайтесь, пожалуйста, девочки, у кого как проигрывается. Ну, а мы с вами идем дальше. Итак, вариант номер 4 и ваша колода Таро 78 дверей. Сделает ли он первый шаг в ближайшее время? В ближайшее время в моих раскладах это до 3 месяцев. С того момента, как вы, конечно же, нажали на кнопочку «Посмотреть» данный расклад. Неважно, в каком месяце, какого числа это происходит. Мы смотрим на ближайшее время. Итак, вариант номер 4. Давайте посмотрим, сделает ли он первый шаг в ближайшее время. Ну, девочки дорогие, здесь мужчина, который связанный обстоятельствами, связанный по рукам и ногам. У кого-то здесь семья, у кого-то работа, у кого-то контрактная служба, у кого-то, возможно, и длительный срок заключения. Здесь человек, который не знает, как к вам подойти и как дальше себя с вами вести. У человека очень много страхов, что вы его просто пошлете, скажете, знаешь что, иди ты, я тебе адрес напишу, чтобы ты не заблудился. И не надо с магнитиками оттуда возвращаться. Просто иди. Вот у многих мужчин здесь такой страх. Особое внимание, девочки, тем из вас, кто проходит по воздушной стихии. Это близнецы, весы и водолеи. Вы близнецы, весы и водолеи. Ну, давайте будем смотреть, подберет он ключик или нет. Да, девочки, здесь прорыв будет. Здесь прорыв будет. Мужчина будет еще некоторое время колебаться. У кого-то, может быть, действительно до 2 месяцев. И потом он пойдет на прорыв. Он, знаете, вот будет сидеть, думать, потом скажет, эх, была не была. Ну, максимум, так она меня пошлет. Ну, не убьет же.
Причем, знаете, он, если сейчас он еще как-то продумывает, каким образом найти к вам подход, как начать с вами разговор, как вас заинтересовать и так далее, то потом он будет просто действовать и все. Но, знаете, здесь, особенно для тех, у кого здесь расстояние, если мужчина в местах не столь отдаленных или вы находитесь в разных странах, не можете часто видеться, знаете, мужчина попробует предпринять какой-то шаг, но вот какой конкретно он не знает. То есть он начнет ломиться в закрытую дверь, а там, а что там за этой дверью будет, неизвестно. Ну вот, а за этой дверью может оказаться, что вы, собственно, и примете его как мужчину со всеми его недостатками, со всеми его проблемами, со всеми его тараканами в голове, которых у него, кстати, очень много. Здесь человек такой, что может нарисовать неизвестно какую картину, если вы вдруг не ответили на телефон вовремя и не перезвонили, и где-то вдруг потерялись на какое-то время, он уже там себе может нарисовать неизвестно что, неизвестно кого. И потом, конечно, это все высказать. Человек здесь очень с тяжелым характером, очень тяжелый на язык, может говорить все прямо, не стесняясь в выражениях. Особое внимание, девочки, тем, у кого мужчина проходит по земным знакам зодиака. Это Телец, Дева и Козерог. Ну, давайте все-таки посмотрим, что же он будет предпринимать. Девочки, ситуация действительно довольно сложная, и мужчина здесь будет выходить на контакт, чтобы каким-то образом либо завершить данные отношения, либо расставить все точки над «и». То есть кому-то придет мужчина и скажет, вот я такой больной, у меня там первое, второе, третье, четвертое, пятое, 10 болячек, плюс наблюдаюсь у психиатра, плюс еще что-то. Если я тебе нужен, пожалуйста, нет, я могу уйти. Человек здесь может прийти и сказать, вот у меня проблемы с деньгами, я обанкротился, у меня бывшая жена отобрала квартиру, отобрала машину, отобрала половину бизнеса. Специальности рабочей у меня нет. Идти разгружать вагоны я не могу, у меня спина болит. Вот у меня проблема с работой, с деньгами, со всем чем угодно. Если я тебе такой нужен, пожалуйста. Если нет, я могу уйти. Девочки, вот мужчина здесь вывалит на вас вот всю эту информацию и предоставит полностью право решения вам. Полностью право решения будет ваше. И карты вам говорят, что прежде чем вы примете решение, вам необходимо будет все хорошенечко обдумать. Потому что в данных отношениях может быть очень много подводных камней. В данных отношениях потом может быть очень много каких-то препятствий, очень много таких неприятностей, которые вдруг начнут всплывать. И вам необходимо будет самой со всем этим справляться. Мужчина здесь придет, положит все в ваши ручки и скажет, дорогая, вот как ты решишь, так и будет. Либо я остаюсь здесь с тобой, либо я могу уйти. Ну, давайте посмотрим, что скажет Симбалон для вас. Девочки, 4-й вариант. Ой, ну, нет, ну и такое в жизни тоже бывает. Здесь нельзя вообще кого-то осуждать, почему мужчина так поступает. Вообще мужчина очень устал от всего того, что в его жизни происходит. Очень устал. Он устал быть вот таким вот, вернее, казаться, не быть, а казаться таким сильным, который может все решить, который пробивной, который всего всегда добивается. Здесь человек от этого устал, ему это надоело. Потому что он таким кажется, он не есть такой на самом деле. Итак, 4-й вариант для вас, Симбалон.
Ну, вот особое влияние девочки, да, это коснется тех из вас, кто относится к знаку зодиака Водолей. Мы уже здесь определились, что вы у нас воздушные стихии, особенно Водолеи. И также, если ваш партнер относится к земной стихии или проходит по знаку зодиака Рыбы. Девочки, эта карта вообще самая наимощнейшая, наверное, в символоне. Эта карта называется «Чаша Грааля». Чаша Грааля, ну, в нашем простом мирском понимании, это судьба. Но это не просто судьба, а это судьба, которую нужно наполнять. И наполнять в первую очередь чувствами и любовью. И вот здесь вот карты говорят вам о том, что, девочки, когда данный мужчина объявится, а он обязательно объявится в ближайшее время, он проявит себя очень настойчиво, но отдаст все решение в ваши руки. И вот вы, когда будете принимать решение, вы должны понимать, что здесь, если вы решите остаться с этим человеком, вы не сможете через год сказать ему: знаешь что, дорогой, я передумала, давай уходи. То есть здесь у вас с этим мужчиной очень скоро настанет момент, когда вы, девочки, вы должны будете принимать судьбоносное решение для себя. И вот посмотрите, а есть ли у вас достаточно любви для данного мужчины, для этих отношений? Ни жалости, ни поддержки, ни понимания, а именно любви. Любовь – это нечто другое. Здесь у очень многих из вас, девочки, отыграется, что вам жалко этого мужчину. Что вы думаете, что если вы будете рядом, вы сможете ему помочь, там, все преодолеть, там, справиться с чем-то, да? Может, кого-то дождаться из места заключения. Посмотрите, есть ли у вас любовь. Потому что жалость, она со временем сойдет на нет. Понимание тоже в какой-то момент может улетучиться. И если не будет любви, то вы потом поймете, что сделали очень большую ошибку, оставшись с данным мужчиной. Поэтому при принятии решения смотрите, есть ли у вас любовь. И не забывайте, что данное решение с данным мужчиной будет судьбоносным. Это очень важно. Вот такой вот четвертый вариант. Довольно сложный, но при этом не безвыходный. Вот это самое важное. Так что, пожалуйста, девочки, мальчики дорогие, четвертый вариант. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, у кого как проигрывается. Ну, а мы идем дальше. Итак, последний вариант. Вариант номер 5 и ваша колода Таро Золотое универсальное. Итак, сделает ли он первый шаг в ближайшее время? Для тех из вас, кто новенький на моем канале, скажу, что в моем рассмотрении ближайшее время это ближайшие 3 месяца. Ну а вы, конечно, можете поставить себе любой другой срок, какой хотите. Итак, сделает ли мужчина первый шаг в ближайшее время? Девочки, мальчики, давайте будем рассматривать. Значит, во-первых, здесь мужчина, который однозначно не свободен. Если вы знаете, что он свободен, это не ваш вариант. Здесь мужчина не свободен, здесь мужчина находится в состоянии выбора уже длительное время. С одной стороны, отношения с вами, в которых он получает те чувства и эмоции, которых ему не хватает в жизни. С другой стороны, у него семья и обязательства. Плюс ко всему добавляются финансовые проблемы,
в семье у человека не все благополучно. Там постоянные разборки, там постоянное вранье, там очень тяжелая ситуация. Вот у человека в семье здесь очень сложная ситуация, которая усугубляется еще и нехваткой денег. Поэтому, собственно, он и застрял здесь. Почему? Понимая, что если он хочет быть с вами, уходя из семьи, необходимо оставлять там квартиру, не знаю, там еще что-то, плюс алименты, если у кого-то дети, плюс, возможно, кто-то влез здесь, скорее всего, в строительство дома, которое на данный момент зависло, потому что нет финансов, либо есть еще какие-то проблемы с документами, и человек пытается не совсем законным путем вообще это все как-то обойти. Девочки, здесь мужчине сейчас очень и очень тяжело, я бы сказала, совсем не сладко, вообще не до любви. Здесь человек ушел в молчанку не потому, что ему с вами плохо или не потому, что он с вами поругался. Я не вижу здесь с вами скандала. Скандал у него происходит в постоянных отношениях. Здесь человек буквально вот стоит на распутье и не знает, что делать. Понимает, что сейчас с теми проблемами, которые он испытывает, он не может ни там спокойно оставаться, ни с вами продолжать по-человечески отношения. Особенно здесь отыграется это для тех из вас, девочки, кто относится к водным знакам зодиака. Это раки, скорпионы, рыбы. Человек в выборе, жесточайшем, серьезном выборе. И судьба его просто так не отпустит. Он обязан будет этот выбор сделать в ближайшее время. Именно в ближайшее время. И, девочки, он этот выбор сделает. По рыцарю жезлов карты говорят однозначно, что выбор данный мужчина сделает. На дне колоды у нас с вами туз мечей. И здесь у нас с вами справедливость, которая однозначно указывает на то, что мужчина сделает выбор такой, чтобы вот действительно было по справедливости. Я не буду сейчас углубляться и рассматривать, в чью сторону здесь будет выбор. Это необходимо предоставить судьбе и мужчине. Вы здесь можете только ждать. Скажу, что по времени у многих это может занять до 5 месяцев, пока мужчина здесь определится. Видите, у нас с вами прям раскрываются карты. Там была карта высшего суда, которая еще раз, вот она, кстати, опять на дне колоды, которая однозначно говорит, что, девочки, здесь вам просто ждать. Мужчина сделает выбор такой, как, по его мнению, будет справедливый. Никто не вправе будет осуждать его за данный выбор. Никто не вправе влиять на него для того, чтобы он сделал тот или иной выбор. Поэтому здесь, девочки, вам нужно запастись терпением. Данная ситуация может протянуться еще до 5 месяцев. У кого-то здесь молчание ягнят, не звонит, не пишет, вроде как и не ссорились, а куда-то пропал. Ну, девочки, здесь сама судьба сейчас рулит всей этой ситуацией. Давайте посмотрим совет для вас. Что скажет Символон? Девочки, а Символон говорит так, что как бы ни было вам тяжело, вообще вот эта карта страдания, она очень интересная. Знаете, с одной стороны человек страдает, а с другой стороны, вы видите, он идет своей дорогой. Он идет и страдает, идет и страдает. И вот здесь эта карта говорит о том, что
Как бы ни было больно, неизвестно, да, вот на данный момент неизвестно, какой здесь будет сделан выбор, девочки. Абсолютно неизвестно. Как бы ни было больно, вам в любом случае придется продолжать дальше свою дорогу. И это касается тех из вас, кто смотрит меня, и жены, и любовницы. Сейчас, на данный момент, пятый вариант карты не говорят, в какую сторону мужчина склоняется больше, какое решение хочет принять. И, как я уже сказала, это мы рассматривать здесь не будем. Однозначно карты говорят так, что как бы ни было больно, как бы ни было трудно и тяжело, нужно идти дальше. У многих из вас здесь, девочки, такие страдания, которые вы сами на себя, собственно, и, ну, можно сказать, натянули. Кто-то здесь надумывает неизвестно какие там в себе причины, почему мужчина исчез. Кто-то здесь чуть ли не головой об стенку бьется, ну почему он не приходит и все такое прочее, почему он ничего не решает и сколько можно. То есть у вас здесь позиция такого активного ждуна. Вот есть ждун, видели в интернете, да, есть, ставят там на вокзалах, сидит такое вот миленькое существо, сложив ручки, и ждет. Вот это пассивное ожидание, когда просто человек ждет, что к нему придет через час, через два, что ему судьба подарит. А есть ожидание активное, когда ты вроде бы и ждешь, показываешь судьбе, да, я жду. А с другой стороны, ты вот так вот все свое энергетическое пространство держишь в жутком напряжении и фактически устраиваешь бурю в стакане воды. Девочки, пятый вариант. Здесь набраться терпения и только ждать, как бы тяжело и больно ни было, только ждать того, какой выбор сделает данный мужчина. Здесь выбор не за вами, выбор только за мужчиной. Если кто-то здесь из вас хочет хитростью повлиять на выбор данного мужчины, не советую, поскольку абсолютно здесь все контролируется самыми наивысшими силами. Как бы ни было так, что вы себе самой же сделаете хуже. Подумайте об этом, если захотите какими-то нестандартными методами повлиять на выбор данного мужчины. Вот такой вот у нас с вами пятый вариант. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, девочки, мальчики, у кого как проигрывается. Ну, я благодарю вас всех. На сегодня у нас с вами все. Я желаю вам счастья. Увидимся.